снова встречаемся для обсуждения ситуации на рынке, как себя чувствуют наши сделки, что можно заработать, используя правильный риск-менеджмент, и почему мы вообще этим занимаемся и транслируем, и почему это не финансовая рекомендация. Все вам расскажет наш инопланетный гость с планеты трейдинга. Да, наш эксперимент мы стартанули 17 апреля, и вот уже в течение 2 недель транслируем ежедневно, кроме воскресенья, наши предположения по рынку. Все, что делаем, делаем для себя. Также хотим показать, что трейдинг – это не так уж и сложно, да, с определенными знаниями, в которых мы тоже можем вам помочь. Если вы напишите нам комментарий или зададите вопрос, мы постараемся все, значит, ответить и озвучить. Ну, а перейдем сразу к любимому TradingView, где мы вчера ставили, опять же, делали наши предположения по рынку. Я торгую все время на линке, монета Link, а дорогой любимый робот наш торгует различными монетами. Он показывал, как торговать Magic. Также последнее, что он анализирует, это Fartcoin. Но перейдем к линку. И вот последние сделки, получается, вот это вот последние были. Да, получается, мы смогли завершить 5 сделок. Конечно же, опять приходится заходить не по правилам, то есть иногда в середине канала, как мы видим здесь. Здесь зашел... Тоже здесь заход был тоже в середине канала, здесь в середине канала. Но так как монета недостаточно волатильная, да, или не показывает, или не дает такие большие движения в течение дня, то приходится закрывать, переходить. Ну вот предположение наше было, что мы пойдем вниз, да, вот 30-я сделка, да, и монета очень хорошо отработала. Если бы сейчас сидел в позиции, то вот уже можно было бы где-то здесь и фиксировать. Но вы, как вы видите, да, то есть монета дошла до этих пор в течение 2 дней, да, хочется все-таки закрывать и показывать вам прибыльность, и получилось за этих 5 сделок сделать плюс 15%. Если ты заметил, что почему я выбрал именно Magic и Fartcoin, что они действительно довольно волатильные, это как хорошо, так и плохо, потому что, ну, с одной стороны, ты можешь быстро заработать, а с другой стороны, очень быстро потерять. И предсказуемость волатильных монет, она на порядок ниже, нежели монет с хорошей капитализацией и с не сильными движениями. Поделюсь ситуацией с Магиком. Я тоже поймал на нем стоп. Была последняя сделка у нас, которую мы обсуждали с тобой, вот эта лонговая. Я ожидал вот этого зеленого развития сценария. И вот таким образом она выглядела. Стоял стоп за вот эту историю. И была также прорисована вторая история развития событий. И скажем так, не пошло по первому сценарию. Значит, я перезашел в обратную сторону, и на сегодняшний момент она отработала, однако перезашел я вот здесь, после того, как получил подтверждение снизу, после вот этого вот выхода. Ну, и я пока в сделке, возможно, мы еще пойдем ниже, хотя, ну, скажем так, есть сомнения. И это все, опять же, будет зависеть от поведения биткоина, поскольку он там немножко достаточно неплохо закрылся в пятницу на бирже ЦМЕ, но, тем не менее, сейчас откатился, и вслед за ним откатились и остальные токены. Вот. Но, как видим, у нас здесь была точка входа в районе этой зоны, буду наблюдать. Возможно, появятся какие-то признаки отскока, и тогда я что-то предприму. Возможно, зайду, может быть, даже не буду выходные, ничего трогать. Отработаю я, то есть частично сейчас у меня стоп этот уже перекрыт, но хотелось бы не перекрывать стоп, а заработать, и поэтому буду ждать в следующей неделе и уже отторгую вот этот вот стоп в прибыль на следующей сделке. По 2,13% там убытка. За форткоином я, скажем так, не нашел понятного входа и решил не трогать его пока, вот, потому что он такой, как высоко волатильный, но в какую сторону непонятно. Да, потому что было вроде как восходящее, сейчас консолидируется, не обновляя хаи, ну, как бы не понимаю. Это была наша сделка, которую я отторговал, да, которая мог бы сидеть, как ты говоришь, 2 дня.
Вот, и сейчас был бы в прибыли, но я вышел, напомню, вот здесь, да, вот здесь бы я начал волноваться, вот, короче, в принципе, да, у меня есть трендовая, от которой вполне, может быть, оттолкнемся, но я бы заходил уже скорее выше вот этого вот уровня. Если мы еще раз подтвердим сверху эту консолидацию, то я, скорее всего, что буду пытаться зайти в лонг. Закрылся биткоин 97 500 в пятницу, а в моменте сейчас торгуется 96 30 325. И у него вот здесь у меня прорисована поддержка одна, поддержка вторая. То есть, если тенденция сохранится, нисходящая, да, потому что мы вот видим здесь уровень, который мы прошли, подтверждаем его снизу, и, скорее всего, что прокатимся еще ниже. Вот. И, в общем-то, как я и говорил, вот эти вот низкая волатильность на биткоине, она в конце концов должна привести к тому, что либо мы полетим высоко, либо мы полетим низко. Мы уже прошли даже уровень 4.28, который у меня прорисован как такой, от которого довольно часто была реакция вверх. Вот. Ну, чем ниже мы подъедем, тем сильнее будет эффект мячика, погруженного в воду. Сегодня больше ничего не буду менять. Эта позиция у меня закроется, которая шортовая. Ну, как закроется, так закроется. Тут такое вот повторение идет. И мы сейчас на уровне вот этой вершины. И, как ты говоришь, вполне можем совершить вот это вот поход вот по этому сценарию. А возьмем наш 21 год, откуда вообще это все взялось. Сначала мы рассматривали вот этот сценарий, а потом я увидел, что вот эта вот история подходит гораздо лучше. Да, вот она откуда взялась. Мы ее вернули на свое место. Она была взята отсюда, и сейчас мы ее переставляем сюда. Она очень похожа, становится. И возвращаюсь, увеличиваю. Можно вот так вот одеть обратно ее, что это все-таки отсюда, и увеличить, показать, что этот рисунок, он отсюда. И вернуть, и показать, как он выглядит на данном этапе. Похоже, что ничего нового не придумывается, да, все происходит, как и прежде, по какому-то определенному сценарию. Ну, я могу вот так вот еще подогнать, да, она будет лучше подходить. Очень похоже, это несомненно, а уже тайминг плюс-минус этой роли большой нам не играет, да, но, видишь, даже уровни совпадают. Здесь было немножко какой-то заскок-отскок, здесь были такие туда-сюда ходьба. Ну и здесь примерно то же самое, да, даже по уровням очень хорошо совпадает с теми прорисованными уровнями, докуда мы ходим, где мы переходим, очень даже, ну и поскольку у нас столько совпадений, то вполне допускаю, что мы можем пойти по этому сценарию. Встречаемся уже в понедельник, завтра мы отдыхаем с любимым роботом, пишите нам, задавайте вопросы, подписывайтесь.